Базой для конфликта, для кризиса могут быть, конечно, социально-экономические, и, скорее всего, я с вами соглашусь, как в прошлом историк, в том, что под многими конфликтами, если не под всеми, лежит социально-экономические, конечно, отношения и неравенство и так далее. Но в любом случае какой-то протест или выступление, или там стороны конфликта, они всегда находят некие идеологические потом обоснования своей борьбе там, и так далее. Вот в случае с, допустим, Чеченской Республикой, ну, насколько я мог следить там со стороны, то здесь возникает и исламизм, и идеи там Шамиля и борьбы с царской еще Россией и так далее. И вот они даже по некоторым роликам таким пропагандистским, которые делали в свое время люди, которые воевали против федеральных войск, они вот очень часто эксплуатировали, допустим, ту же вот историю с войной за Кавказ еще там позапрошлых веков. Так вот, все-таки, на ваш взгляд, какая из этих идеологий, которую примеряли на себя, там, пускай прикрывая вот эти социально-экономические корни, она все-таки главенствовала? И какая сейчас, если есть, если те люди, которые вот сейчас продолжают какую-то вооруженную борьбу? Дело в том, что вот, когда мы говорим об исламизме, допустим, в начале 90-х годов, то там вообще какой-то об исламском оттенке всех этих движений национальных вообще говорить не приходится. Его, по сути дела, и не было изначально, потому что, ну, как чеченцы все это мусульмане правоверные, они сунниты, и при этом они суфии. Вот для суфиев, это вот настоящих суфиев, а не тех, которые как бы ими прикидываются, все-таки вот эта внешняя форма религии, то есть вот эта внешняя ритуальность, она не имеет абсолютно никакого значения. Тут главное как бы внутреннее состояние человека, его отношение к миру, отношение к другим людям и как бы взаимоотношения с людьми. И в этом смысле суфизм отличается высокой степенью толерантности. И я думаю, что я, по крайней мере, не вижу такого исламского оттенка. То, что касается фигуры Шамиля, имама Шамиля, то отношение к нему в Чечне было неоднозначное и, может быть, даже в большей степени отрицательное. То есть он как бы не был идеалом там, борьбы за независимость и так далее. Дело в том, что тогда была очень популярна книга нашего известного историка Абузара Айдамирова «Долгие ночи». И там, по сути дела, вот этот роман, он оказал, во-первых, очень сильное влияние на умы чеченской молодежи того времени. А с другой стороны, он вот преподносил и совершенно объективно имама Шамиля как человека, который, по сути дела, главной целью которого уже к концу Кавказской войны стало уничтожение чеченской этничности, чеченской национальной идентичности. И поэтому, то есть, он в принципе не мог быть фигурой. Другое дело, что уже потом, когда вот к этому конфликту подключились люди, которые финансировались различными спецслужбами и пытались придать вот всему тому, что происходило в Чечне, какой-то уже такой исламский оттенок, то, конечно, там использовались совершенно различные фигуры и имама Шамиля, и шейха Мансура, и фигуры каких-то других религиозных деятелей времен Кавказской войны и Ташу Хаджи. Притом, как бы, допустим, фигура того же Бибулата Таймиева, и царского офицера, и руководителя восставших чеченцев, который пытался увести чеченцев от кровавой войны с Россией, пытался найти какой-то компромисс и объединить всех северокавказские народы, для того, чтобы найти с царской администрацией какой-то приемлемый компромисс, который устраивал бы обе стороны. Он, в принципе, потом, в конце концов, был предательски убит, и уже тогда инициатива перешла прежде всего к религиозным авторитетам, которые придали, вот, в принципе, уже в те времена этой войне такой характер священной войны против неверных, хотя по как бы, священной книге мусульман Корану христиане и иудеи являются людьми Писания и, в принципе, не являются врагами мусульман, и поэтому просто так объявить джихад христианам или иудеям, в принципе, правоверный мусульманин не может. То есть для этого должна быть объективная причина, что этот как бы, неверный пришел на твою землю и хочет убить тебя. И только в этом случае, если ты защищаешь свою жизнь, защищаешь жизнь своих
близких, только тогда ты можешь как бы совершить убийство, и при этом это считается самым страшным грехом в исламе, убийство другого человека, независимо от того, какой он веры, мусульманин, христианин, иудей. Поэтому вот эта попытка придать этому исламский характер, этому движению, она в первую войну, как скажем, в первые годы этого конфликта, она не имела никакого успеха даже среди таких наиболее ярых сторонников независимости. Скажите, а вот вообще по идеологии во время Первой и Второй войны чеченской, там вообще были какие-то изменения серьезные? Но дело в том, что в начале Второй войны очень активизировались силы, за которыми стояли, я просто буквально в этом уверен, какие-то явно спецслужбы. И потому что они были заинтересованы в том, чтобы как бы этот конфликт сделать таким практически перманентным. Во-первых. Во-вторых, тянуть в него другие народы Кавказа, то есть уже сделать его таким конфликтом цивилизации, то есть конфликтом, как они говорили, христианской, исламской цивилизации, хотя тогда ни христианства не было в России, ни ислама не было на Кавказе, и, по сути дела, это нужно было для того, чтобы каким-то образом прикрыть свои какие-то более приземленные цели. И в этом смысле, конечно, Первая война, вы помните даже отношение противников друг к другу такое более благородное, то есть и более гуманное. И с другой стороны, я когда жил в Москве, и многие представители российской интеллигенции, они испытывали чувство симпатии по отношению к Джохару Дудаеву, по отношению к участникам сопротивления того времени. То есть они считали, что действительно, в принципе, тогда была реальная возможность, просто в принципе не было необходимости и не было никаких таких объективных причин для начала такой широкомасштабной войны. Достаточно было пригласить Дудаева в Москву, сесть с ним за стол переговоров, и он бы на каких-то правах вошел бы в состав России без всяких проблем. То есть, и это прекрасно все знали. И когда даже уже российские войска подошли к границам Ингушетии, никто не верил, что будет война, потому что, во-первых, народ не был готов к войне, люди не были готовы воевать, убивать своих же братьев, которые буквально недавно служили вместе в армии, сидели как бы за одной партой и так далее. То есть, и для этого, конечно, нужно было сразу же пролить очень много крови, ожесточить людей. Но даже этого не произошло в Первую войну. А Вторую войну в Чечне стала работать очень мощная такая исламистская машина. Стали работать телевизионные центры всякого рода, которые, в общем, занимались тем, что буквально сутками такие прогоняли ролики, где показывали мусульман, в джихаде, какие-то непонятные исполнялись арабские песни, мелодии и так далее. Но, в принципе, это тоже никакого значения не имело, то есть оно никакого влияния на чеченское общество в основной своей массе не имело. Но, с другой стороны, после Севертовских соглашений, когда Чечня осталась, опять же, сама с собой, своими экономическими проблемами, политическими проблемами, когда вновь избранный президент Аслан Масхадов оказался, по сути дела, неспособным навести порядок, заставить подчиняться себе большинство полевых командиров. И, по сути дела, государства как такового не было. То есть люди, каждый человек спасался как мог. И в плане, допустим, спасения своей жизни, свободы, и жизни и свободы своих близких, и в плане экономическом, то есть как выжить, заработать кусок хлеба. И в этих условиях не тейпы, в принципе, даже были какие-то съезды тейпов, попытки, на самом деле они тоже не способны были организовать какие-то большие группы людей. То есть собирались люди, которые хотели какие-то ниши занять в верхней части этой структуры, и, соответственно, это все тоже не работало.